Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду с Wildberries и попытаемся понять, действительно ли можно купить что-то съедобное, вкусное и недорогое на этом маркетплейсе. Выбираем раздел «Продукты», посмотрим, что есть во вкусных подарках. Ну и выбираем, здесь сортируем дешевле, самый дешевый вариант посмотрим. Не знаю, что тут делают семена, но вкусные подарки, в общем, самое дешевое — это семена горчицы. Очень странно, конечно. Посмотрим, есть ли тут реально что-то съедобное. Да, здесь вот есть печенье. Интересный подарок. Просто вот такое печенье можно купить. Стоимость 46 рублей. Ну, закажу печенье, попробуем. Получил это печенье. Торговая марка Коломенский. Написано, что томленое в печи, шоколадное печенье. Написано, что без пальмового масла. Масса печенья 120 граммов, а изготовлено оно в городе Подольск, Московской области. Трогаю вот эти печенюшечки, и у меня такое ощущение, что это печенье все раздолбанное. Наверное, там будут какие-то одни осколки. Сейчас давайте вскроем эту упаковочку и посмотрим, что же там находится внутри. Ну и действительно пришло не печенье, а по сути дела пришли обломки этого печенья, потому что когда товары возят на Wildberries, там грузят, все кидают как попало, ну и в итоге вот что приходит. Ну и вот так вот должно было бы выглядеть это печенье, но все, в общем, переломалось. Попробовал я несколько, не скажу печенюшечек, а осколочков печенюшечки попробовал. Ну, печенье, в общем, вкусное, нормальное печенье, и срок годности не просроченный. Я посмотрел вот еще до декабря 2024 года. Срок годности изготовлено 13 февраля. То есть вообще свеженькое печенье. В общем, само печенье нормальное. Но только что цена, конечно, не супер дешевая. Я думаю, и в магазине, наверное, столько же стоит это печенье. Думаю, что вот именно такое печенье смысла нету с Wildberries заказывать. В магазине, в общем, надежнее будет его купить. Там хоть оно будет не такое раздолбанное. Что же тут, интересно, из бакалеи присутствует? Давайте посмотрим. Ну, здесь очень много всего. Есть консервация. Интересно, что тут. Смотрим, самое дешевое. Это у нас каша по-новгородски рисовая с говядиной. Стоит всего лишь 66 рублей. Ну, можно заказать, попробовать будет. Здесь я сразу вижу, что это консервы мясо растительное. Хотя основным компонентом в составе выступает говядина. Также есть еще и рисовая крупа. Есть еще какой-то животный белок. Специи различные, но ничего, в общем, такого соевого здесь нету. Масса 250 граммов, а изготовлено в городе Великий Новгород. Особо никакого запаха сильного не идет, мясом точно не пахнет, больше пахнет рисом. Разогрел эту кашу 1 минуту в микроволновке, и запах какой-то не очень приятный от нее пошел. Посмотрим, в общем, сейчас, что тут будет внутри. Ну, такое ощущение, что рис очень сильно был переварен, потому что все слиплось. В общем, картина абсолютно неаппетитная. И запах идет тоже совершенно неаппетитный. Пахнет, в общем, как-то невкусно. На вкус эта рисовая каша оказалась абсолютно невкусной. Мне она совершенно не понравилась. Какой-то неприятный привкус. Чувствуется, что здесь в основном один говяжий жир. Никакого мяса практически здесь нету. Может быть, какая-нибудь там доля, 0,0 какая-нибудь там сотая доля процента тут мяса и есть, но в основном, конечно, один жир, и он какой-то вообще невкусный. Деньги на ветер. И есть и такую кашу абсолютно нет никакого желания, только выкинуть ее. Еще интересный вариант нашел. Это каша перловая со свининой за 96 рублей. Тоже интересно попробовать, что привезут. Сама банка очень замечательная, новенькая, ни одной ни царапинки, ни ржавчины, вообще ничего нет такого. Состав полностью натуральный. Изготовлено в Воронежской области, город Бобров. Масса этой баночки 340 граммов. Торговая марка «Старорусские рецепты». Каша разогрелась, жир подплавился. И сейчас можно более детально рассмотреть, что же здесь находится внутри. И на первый взгляд мне сначала показалось, что это вообще гречневая крупа, а не перловая, потому что такой коричневый цвет. И сейчас, как мне кажется, я вижу уже такие небольшие вкрапления мяса. Если кто-то когда-нибудь готовил перловку, то тот знает, что
ее нужно варить очень долго, наверное, около часа, потому что она долго разваривается, и вот в данном случае она очень хорошо проварена. Но то, что касается мяса, то, конечно, его здесь не супер большое количество, но тем не менее чувствуется, что оно здесь есть. Есть кусочки мяса, конечно, попадаются тут и какие-то вот и жилы, еще что-то такое, в общем, попадается болонь какая-то. Чувствуется, что очень много свиного жира, но за счет этого каша не сухая. В общем, могу сказать, что для своей цены очень даже неплохо. Со специями не переборщили, то есть вот остроты какой-то сильно нету. Чувствуется, что есть перчик, но такая приятная острота. Так что, в общем, можно покупать такую перловую кашу и брать с собой куда-нибудь, где-нибудь там на природе разогреть, будет замечательно, можно покушать. Ну и, конечно же, интересно, что за мясная продукция на Wildberries может быть. Сейчас посмотрим, что тут самое дешевое из мясной продукции. Самое дешевое — это оболочка для колбасы. Нашел вот из самого дешевого. Это сырокопченые колбаски. Это колбаски с сыром. Ну что ж, попробуем. В итоге пришло 3 упаковки таких колбасок. Торговая марка Remit. Колбаски Пикачос. Колбаски эти сделаны в основном из свинины и грудки курицы. В качестве сыра здесь какой-то соус-сыр. Состав, конечно же, не полностью натуральный, очень много всяких добавок. Масса 40 граммов. Изготовлено в Московской области, город Подольск. Запах вполне нормальный идет, как и от сырокопченой колбасы. По сути дела, это сырокопченая колбаса, только она очень такая маленькая. Посмотрим, что будет в разрезе. Режется с трудом, очень такая плотненькая колбаса. Сколько же тут будет сырного соуса, интересно знать. Ну и сырный соус этот довольно-таки густой. Попробую на вкус эту колбасу. Очень вкусные колбаски оказались. И еще понравилось то, что здесь жира не очень много. Обычно сырокопченая колбаса, она очень жирная. Но здесь жира умеренное количество. И даже вот я трогаю, и руки особо не жирные. Ну а сырный соус, в общем, ничего особенного такого нету, но, по крайней мере, на вкус он приятный. И с этой колбасой сочетается замечательно. Одна такая колбаска стоит всего лишь 15 рублей. Так что я думаю, что очень даже недорого. Вот такая упаковка, вот 2 колбаски 30 рублей. По-моему, это вообще невысокая цена. Так что еще бы раз я тут заказал, потому что ну реально очень дешево получается. Есть еще какие-то готовые блюда. Так, это у нас плов. Нужно залить кипятком, настоять 10 минут и все, варить не нужно. Так что можно заказать, посмотреть, в общем, что же это будет такой за плов. Плов быстрого приготовления. Такого я еще не пробовал. И вот получил я этот волшебный пакетик с чудо-пловом. У этого пакетика уже скоро срок годности заканчивается, произведен довольно-таки давно, в 2022 году. В составе рис, овощи и заменитель сливок. Есть соевый белок и даже сушеный говяжий фарш. Даже витамины С и Е. Из специй тут перец красный. Еще какой-то ароматизатор есть. Произведено в городе Москва. Масса 60 граммов. Вот оно, содержимое этого пакетика. Виден рис, кусочки морковки и кусочки фарша. Залил этот плов кипятком. Все довольно-таки жиденькое. Но нужно еще накрыть крышкой и подождать 10 минут. Плов этот заварился. И давайте посмотрим, что в итоге получилось. Ну, внешне действительно похож на плов. Так как была добавлена куркума, то цвет такой желтоватый. Попробовал этот плов, и я думал, что будет гораздо хуже. Вкус оказался такой даже неплохой. И мясо действительно, вот как только что свежеприготовленное, пожаренное, вот этот вот фарш. Даже я бы не сказал, что он был когда-то сушеным, вот сейчас вот он размок, ну реально очень такой мягкий, замечательный фарш. И рис хороший тоже. Такое ощущение, что вот тоже он свежесваренный. Мягкий и рассыпчатый, ничего не слипается. Попадаются кусочки лука хрустящего. И эти кусочки лука дают небольшую остринку. В общем, действительно похоже на плов. Не хватает, конечно, жира. Но можно добавить маслица растительного, перемешать, и уже будет действительно как настоящий плов. Мяса, конечно, тут не очень много. Но я думаю, за 80 рублей, если взять куда-нибудь с собой в дорогу, то можно вот действительно приготовить такой плов и так неплохо им накушаться.
интересно посмотреть, что же есть в разделе сухари, сушки, крекеры. Так, посмотрим, что здесь самое дешевое. Крекер с морковью причем. Интересный крекер с морковью. Такой я еще не пробовал. Можно заказать, посмотреть, что же будет. Пришел этот крекер с морковью и отрубями. Эко-ботаника. Производитель Ротфронт. Состав не полностью натуральный, есть краситель. Но морковка на самом деле тут присутствует. Но ее здесь 0,2%. То есть, по сути дела, морковки здесь нету. Адрес производства – город Москва. Масса 200 граммов. Этот крекер пришел в более-менее сохранном виде. Только вот две печенюшечки немножечко поломались, а остальные все целые. Цвет у него, конечно, такой очень-очень желтоватый какой-то. Скажем так, не особо приглядный цвет, мне так кажется. Посмотрим, что будет. Очень-очень он рыхлый, рассыпчатый. Думал, придется ломать, как это обычно с крекером бывает. А только дотронулся и сразу же, и все, в общем, поломался на 4 части. Этот крекер мне по вкусу не особо понравился. Очень сильно вот, действительно отдает морковкой. Печенюшки с морковкой как-то, мне кажется, не очень хорошее сочетание. Этот крекер совершенно не для моего вкуса. Может быть, конечно, он кому-то и нравится. Но мне он как-то, не очень понравился. И, в общем, что-то есть его дальше совсем нет желания. Теперь давайте посмотрим, что есть в разделе «Подарочные наборы продуктов». Выбираем самое дешевое. И здесь на первом месте какая-то открытка учителю. Здесь написано внутри 4 шоколадки. Ну, посмотрим, что это такое. Закажем. Стоит 71 рубль. Открытка пришла вот в такой мощной коробке. В эту коробку могло бы влезть и 10 таких открыток. Но зато она пришла в целости и сохранности. Внутри находится 4 шоколадки. Масса 20 граммов. 4 плиточки по 5 грамм каждая. Состав хороший. Здесь есть действительно масло какао. Но есть очень большое но. Срок годности 12 месяцев, а изготовлено 9 января 2023 года. А сейчас у нас уже март 2024 года. То есть эта шоколадка просроченная. Срок годности уже вышел, и, видимо, они вот таким вот способом решили, что ли, продавать эти, не знаю, через Валберес продавать то, что, в общем, просрочку какую-то толкают. Конечно, это очень-очень плохо. Еще очень странно, что не написано, кто изготовитель. Написан просто номер телефона и адрес в интернете, и все. А кто именно производит, никакой информации. В общем, тоже сплошные нарушения одни. Ну и сейчас попробую одну шоколадочку, посмотрю, что из себя представляет этот шоколад. Может быть, он и невкусный окажется. На внешний вид вот такая плиточка. Посмотрим в разломе что. Ну, на внешний вид вроде бы неплохой шоколад. Попробуй на вкус. Шоколад не очень вкусный, но я думаю, это не по той причине, что он просроченный, а скорее всего потому, что просто вот, такой у него состав. Может быть, конечно, учителю какому-нибудь нелюбимому и можно подарить такой шоколад, такой набор, хотя тут написано любимому учителю, но шоколад не очень хороший, да и к тому же просроченный. В общем, любимому учителю ни в коем случае нельзя такое дарить. Теперь посмотрим, что есть в сладостях и хлебобулочных изделиях. Здесь еще очень много всяких подразделов. Но вот интересно, в восточных сладостях что здесь будет? Выбираем дешевое. И на первом месте у нас турецкий рахат лукум. Ну, мне кажется, это что-то интересненькое. Тоже можно добавить в корзину, будет попробовать. И вот пришел мне этот рахат лукум. Он действительно из Турции. И нету ни одного слова по-русски на упаковке, что является нарушением, потому что должна быть информация еще и на русском языке. А здесь вообще все вот на турецком языке, как я понимаю. Ну, давайте, в общем, посмотрим, что пришло. Странный рахат лукум. Но написано, что это рахат лукум со специями. И пахнет очень сильно специями. Возьму один кубик. Посмотрим, что будет в разрезе. Режется с трудом. Очень липкий рахат лукум этот. Ну и вот в разрезе такая картина. Конечно, у нас, по-моему, такой рахат лукум нигде не продается, чтобы он был со специями. В основном это все, весь рахат лукум сладкий. А тут я даже не знаю, какой он будет на вкус. Сейчас попробую. Могу сказать, что прислали мне явно не то, что было на картинке. На картинке вот такой рахат лукум.
Он такой прозрачный немножечко. А здесь вообще прям вот черный, темный, совершенно непрозрачный. Так что тоже, в общем, несоответствие идет. В составе мы видим куркума, черный перец, имбирь, корица. В общем, жуткий состав для рахат лукума. Я его попробовал. Действительно, очень много имбиря чувствуется, он остренький, ну и сладости тоже очень много. Ну, мне как-то этот рахат лукум не особо понравился. Может быть, для какой-то морозной зимы он больше бы подошел, потому что все-таки сладость, она должна быть сладостью, без перца, без чего-то острого, в общем. Еще раз, я бы такой рахат лукум не купил, абсолютно мне не понравился. Посмотрим, что тут есть из снеков. Кукурузные палочки за 50 рублей. Вот их и возьмем. Пришли мне эти кукурузные палочки. Написано, что они 100% натуральные и еще и без сахара. Яблоко, клубника. Состав полностью натуральный. Здесь есть яблочный сок и сухой порошок клубники. Действительно, в общем, это все присутствует все. Кукурузных палочек здесь совсем чуть-чуть, 20 граммов. Масса, в общем, воздушная. Один воздух сплошной. Изготовлено в городе Зеленоград. Внешне палочки смотрятся неплохо. Виден вот этот вот клубничный порошок. Попробую на вкус. Действительно, в этих палочках сахара нету. Никакой сладости не ощущается. И то, что тут есть и яблоко, это тоже не чувствуется. Только вот этот вот клубничный порошок, он так совсем чуть-чуть чувствуется. Для такого количества, мне кажется, цена слишком высокая. Потому что всего лишь 20 граммов и 50 рублей. Дороговато для таких вот палочек. Ну, может быть, это такой дорогой клубничный порошок и яблочный сок, поэтому они такие дорогущие. Но, в общем, мне кажется, цена все-таки завышена. Еще сразу не обратил внимания, но эти палочки просроченные. У них срок хранения до конца февраля, а сейчас уже март давным-давно идет. И получается, что и просрочили, в общем, уже на 2 недели. Так что, в общем, на Wildberries можно легко нарваться на просрочку. Напишу это в комментариях. Там я посмотрел, и другие тоже пишут, что просрочка. Смотри, у меня тоже просрочка, в общем. Так что, в общем, ну я думаю, что, конечно, я не отравился этими палочками, потому что просрок небольшой. Но все равно, в общем, на просрок можно попасть. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!